Всем привет, друзья! С вами Илья. Я неоднократно слышал вопрос от друзей и посетителей в своей кофейне: Илья, вредно ли пить кофе? И тут я не могу однозначно ответить да или нет, потому что одним он способен подарить радость и бодрость, а другим головную боль и раздражительность. Поэтому, я думаю, тут нужно так конкретно разобраться, и я думаю, это интересно будет услышать как простым обывателям, так и профессионалам, которые работают в кофейном бизнесе. Так что давайте сейчас определим, все-таки вредно или полезно пить кофе. Погнали! Начнем с того, что кофе – это уникальный природный продукт, в состав которого входит более 100 компонентов и более 2000 химических элементов. У каждого сорта есть свой особый набор и состав, который влияет на оттенки вкуса и аромата. Но в целом в химический состав зерна входят такие компоненты, как белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, такие как калий, магний, кальций, натрий, железо и другие, витамины В1, В2, В6, ПП, Е, органические кислоты и антиоксиданты и, конечно, всем нам известный кофеин. Итак, давайте начнем с тех, кому кофе может быть противопоказан. Как известно, кофеин очень сильно поднимает давление, поэтому гипертоникам, то есть тем, кто страдает повышенным давлением, рекомендуют пить не больше 2 чашек в день. Тем же, кто наоборот страдает от пониженного давления, кофе поможет нормализовать его. Интересный факт. Психологи из университетов Северной Каролины и Арканзаса сообщили о том, что кофе полезно пить перед принятием важных решений. Кофеин стимулирует конвергентное мышление, которое направлено на поиски конкретного решения проблемы. Наверное, поэтому все важные переговоры и деловые встречи принято проводить за чашечкой ароматного напитка. Также общеизвестный факт, что кофе бодрит и обостряет восприятие, обоняние, слух, зрение, а также помогает легче усваивать новую информацию. Но в то же время, если пить его неумеренно, то может появиться обратный эффект – головные боли, нервозность, тошноту и головокружение. Так что тут нужно быть осторожным и прислушиваться к своему самочувствию, то есть знать свою меру кофе. Для кого-то это 1-2 чашки в день, для кого-то это может быть по 8 чашек эспрессо. Например, у меня есть постоянные клиенты, которые пьют по 6 чашек эспрессо в день, и для них это абсолютно нормально. По 2 чашки с утра, 2 чашки в обед и 2 чашки вечером. Но тут нужно понимать, что это здоровые мужчины, крепкого телосложения, и для них это вполне комфортно. Если же это будет тонкая, хрупкая девочка, то понятно, что 1-2 чашек кофе в день ей будет достаточно. Еще одно свойство кофе – то, что оно сближает и стимулирует общение. Да, иногда можно встретить людей, которые любят пить кофе в одиночестве и размышлять или думать на какие-то свои отвлеченные темы. Но чаще я встречаю такие случаи, когда за кофе приходят в парах или какими-то небольшими компаниями, и за кофе у них рождается какой-то разговор или обсуждение каких-то интересных тем. Еще один интересный вопрос: можно ли кофе беременным? Ответ – можно. Если девушка пила до беременности много кофе и нормально себя чувствовала, то и во время беременности это не будет помехой. Хотя тут опять же нужно прислушиваться к своему организму, и если состояние вдруг ухудшается, то лучше проконсультироваться с врачом. Но и в принципе беременным не рекомендуется пить прям по 5 чашек кофе в день. Но я думаю, что 1-2 чашки в день не принесут вообще никакого вреда. Что же касается мамочек, которые кормят грудью, им не рекомендуют много пить кофе, ведь вместе с молоком ребенок потребляет все, что ела и пила мама. И из-за этого у ребенка может значительно ухудшится сон и появится нервозность. Ведь детский организм, он слабее справляется с кофеином и медленнее его перетравливает.
Но если сильно хочется, то лучше это делать сразу же после кормления, потому что кофеин выводится из организма взрослого человека примерно на протяжении 2,5 часов, а перерывы между кормлениями могут быть в пределах 3 часов. То есть, если сразу после кормления выпить чашечку кофе, то вполне вероятно, что до следующего кормления она уйдет из организма. Также кофе благоприятно влияет на пищеварительный тракт. Воздействие кофеина запускает метаболизм и помогает в перетравливании пищи. То есть это будет полезно тем, кто хочет похудеть. Но тут нужно помнить, что кофе провоцирует выделение желудочного сока, и людям, страдающим гастритами, язвами и повышенной кислотностью, кофе лучше не злоупотреблять. Тем более, если мы говорим о арабике, которая имеет ярко выраженную кислинку. Существует такое мнение, что кофе может плохо отразиться на работе сердца. Да, действительно, кофеин усиливает сердечную деятельность. Однако у здоровых людей, умеренно употребляющих кофе, не выявлено никаких тенденций к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И ни одно исследование не подтвердило связи между употреблением кофе и сердечными приступами. Да, есть люди, которые особо чувствительны к кофеину, и у них может появиться тахикардия, то есть учащенное сердцебиение. Но, как правило, это проходит всего за несколько часов. В разумных дозах кофе положительно влияет на нервную систему. Он повышает интенсивность обмена веществ, выработку энергии и гормона счастья, а также способен оказывать успокаивающее действие при стрессе. Я, например, не раз замечал, как к нам в кофейню заходил явно злой, раздраженный человек, и буквально после первого глотка кофе он сразу становился добрее, и на лице появлялась улыбка. Еще одна польза кофе состоит в том, что регулярное его употребление значительно снижает риск заболевания сахарным диабетом, а также положительно влияет на людей с астмой. Часто можно увидеть людей, которые вместе с чашечкой кофе любят выкурить сигаретку. Да, действительно, кофе и сигареты – это хорошие друзья, которые отлично дополняют друг друга по вкусу и аромату. Но тут для курильщиков у меня плохие новости. Одновременное употребление кофеина и никотина примерно в 2 раза усиливает вероятность появления тахикардии, спазма сосудов и головную боль. А также известно, что курение притупляет вкусовые рецепторы, и вследствие курильщик не может в полной мере ощутить весь аромат и вкус кофейных напитков. Действие кофе на состояние зубов неоднозначно, ведь с одной стороны кофе предотвращает развитие кариеса, но с другой стороны плохо влияет на цвет зубов. Что ж, подводя итоги, хочу сказать, что нельзя определить воздействие кофе как однозначно полезное или однозначно вредное. Тут каждый должен сделать свои выводы, исходя из собственного самочувствия, и понять, сколько, когда, как и с кем ему пить кофе. С вами был Илья. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте подписываться на этот канал. Желаю всем хорошего самочувствия, приятного кофепития. Всем пока!